Это самые необычные, странные, веселые и красивые седы в Майнкрафт. Майнкрафт своей возможностью безгранично генерировать миры способен создавать невообразимые карты, но для разогрева возьмем что-то менее захватывающее. Как, например, пустынный храм, который заспавнился в джунглевском храме. Выглядит довольно необычно, храм, который в храме, причем все сундуки можно залутать, правда лут там не супер. А у нас дальше вот эта гора, в которой очень красиво расщелина. А под расщелиной находится древний город со страшным Варденом. И все это прямо на спавне. Какая же красивая генерация стала после 1.18, но мы еще разогреваемся, ведь самые красивые миры идут дальше. Но перед действительно красивым седом посмотрите, какие упертые разбойники. Они вырезали целую гору, чтобы построить в ней свой особняк. Выглядит круто, но я вам скажу, что эти разбойники те еще лентяи. Да и местность они подбирают, совсем не очень. Что не сказать об этих ребятах из Minecraft Bedrock. Такое расположение особняка точно никто не ожидает. Но самое странное в этом не то, что особняк находится в горе, а то, что он вписывается в эту гору, будто так все и должно быть. Вернемся на Java, где обновление генерации 1.18 показывает себя в полной красе. Вы просто посмотрите на эти обрывы, эти горы. Если бы я мог попасть в Minecraft в реальности, то я жил бы здесь. Это невообразимо красиво. Если не верите, проверьте, все седы находятся в нашем телеграме по ссылке в описании. А я бы находился тут вечно и только бы снимал видео про этот сид. Но нас ждут другие седы. Надо разбавить все менее эпичными седами, так что вот сид для любителей хардкорного выживания. Вы появляетесь на дне огромной расщелины, вокруг сразу же начинают спавниться мобы, а у вас ничего нет, вы же только что создали мир. А самое близкое к вам дерево очень высоко. Что ж, удачного выживания! А пока что посмотрите на этот маленький островок грибного биома. Он помещается всего в нескольких чанках. Но недалеко от него находится подводный монумент, а еще немного дальше деревня. И в общем виде это выглядит довольно интересно. Вернемся на Bedrock, ведь тут целых 5 разных данжей заспавнились друг в друге. Там еще парочка других данжей рядом, но самое интересное здесь. Деревня около аванпоста разбойников, в котором разваленный портал, а рядом корабль и пустынный храм. Интересно наблюдать за тем, как жители бесконечно спавнят големов, которые атакуют разбойников. Эта война будет вечной. Вернемся на Java. Тут у нас заспавнился островок джунглей, окруженный рекой и биомом равнины. Этот остров напоминает мне мультфильм «Аватар. Легенда об Аанге», где была лев-черепаха с похожими джунглями на панцире. Остров выглядит очень интересно и красиво, но у него есть собственная противоположность. Это оазис из песка и небольших озер, окруженных джунглями. Здесь прямо напрашивается идея сделать какую-нибудь виллу и построить причал для рыбалки. Выглядит очень красиво. Что ж, у нас остались самые безумные седы. Ну и перед добивочным завершением, почему бы не подписаться и не поставить лайк. Надеюсь, я заслужил от вас такой похвалы за мои старания. Пристегнитесь, потому что эти седы могут сорвать вам голову. Посмотрите на эту плавучую деревню. Выглядит необычно, но недостаточно безумно. А что если я вам скажу, что океан, на котором стоит деревня, практически бездонный? Он простирается почти до самого Бедрока. Это Марианская впадина в мире Майнкрафта, на которой решили расположиться жители. Ну а что, удобно. Но Minecraft Bedrock готов поспорить и предлагает нам вот этот еще более безумный сид. Просто посмотрите, вас ничего не смущает. Самые зоркие заметят, что этот аванпост находится над облаками. А теперь посмотрите на это. Что тут вообще произошло? Аванпост, который находится над особняком, который стоит на подводном монументе. Что вы знаете о безумии? Тут еще и деревня есть. Но это не все. Рядом с лестницей наверх, вот в этом месте, находится закопанный клад. Кто может посоревноваться с этим?
Конечно же, этот Сид. Просто полюбуйтесь. Эх, обычный мир Майнкрафта. Вы так подумайте, но нет. Под землей неприметно расположилась бесконечная шахта. В ней столько ресурсов, что если выживать здесь, то вам хватит этих ресурсов на очень долго. Один проход в этой шахте простирается через весь мир, лишь иногда прерываясь на тонкие породы камня. Не представляю, что за отчаянные шахтеры это сделали, но они точно знали толк в своей работе. Или они просто хотели сделать непроходимый лабиринт, кто их знает. А какой самый лучший сид, по вашему мнению? Напишите в комментариях, а я прощаюсь.